Вы на канале «Это вкусно». Сегодня хочу предложить вам приготовить вместе со мной очень простое блюдо из доступных продуктов. Овощные котлеты с кабачками. Такие котлеты получаются нежными и сочными. Отлично подойдут для легкого ужина. Основа таких котлет – это кабачки. Все остальные овощи идут как дополнение для более интересного вкуса. К котлетам я приготовлю легкий соус дзадзики. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Овощи я помыла и очистила. Их нужно натереть на терке. Так как я буду это делать при помощи комбайна, то я нарезала такими кусочками, чтобы они проходили в отверстие крышки. Если натирать овощи вручную, то нарезать их, конечно же, не нужно. Кабачки я натерла. Добавлю к ним немного соли, чтобы они охотнее выделили сок, который я затем отожму. Теперь натираю картошку, морковь и сладкий перец. Перца я кладу совсем немного, поэтому он не перебьет вкус овощей, а дополнит его. Но если вам не хочется добавлять перец или картошку, не добавляйте. Овощи я натерла. Теперь нарежу зелень. Вместо обычного репчатого лука я добавлю зеленый. Он даст сочность котлетам и вкус, а также, в отличие от обычного лука, успеет приготовиться. Еще добавлю понемногу петрушки и укропа. Кабачки постояли, и вот сколько жидкости выделилось. Переложу их на сито и хорошенько отожму. Чем меньше лишней жидкости у вас останется в фарше, тем меньше вам придется добавлять загустителей. Я имею в виду муку и панировочные сухари. Остальные овощи я также откину на сито и отожму сок. Теперь отправляю их к кабачкам, все хорошо перемешаю. Котлеты можно назвать кабачковыми, так как основная масса здесь все же кабачки. Теперь отправляю туда же зелень. И выдавлю пару зубчиков чеснока. Теперь соль. Только помните, что кабачки мы уже подсаливали, поэтому аккуратно. И свежемолотый черный перец. И еще один ингредиент, который сделает вкус котлет интересней, это сыр. У меня моцарелла, можете взять любой, который хорошо плавится. Разбиваю 2 яйца, перемешиваю, всыпаю панировочные сухари и еще немного муки. Я взяла ржаную, но можете брать любую. Масса должна быть не очень плотной, но в то же время держать форму и не распадаться. Поэтому важно отжать из овощей лишнюю влагу. Если вы видите, что масса жидковата, то вы можете добавить еще немного муки или оставить как есть и жарить не котлеты, а оладьи. Я формирую котлетки. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Часть котлет я оставлю как есть, а часть обваляю в панировочных сухарях. У меня на канале есть рецепт приготовления овощного сате без предварительной обжарки овощей. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Разогреваю в сковороде растительное масло и выкладываю котлеты. Жарю их на средней мощности до готовности.
Затем выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Жарю ту часть котлет, которые я панировала. Котлеты готовы. Пока они немного остынут, приготовлю соус дзадзики, который отлично освежает и дополняет это блюдо. Очень мелко рублю укроп и отправляю его в тарелку с натуральным йогуртом. Зубчик чеснока выдавливаю через пресс. Очищенный огурец натираю на мелкой терке и очень хорошо отжимаю всю жидкость с огурца. Отправляю огурец туда же, добавляю соль, свежемолотый черный перец и сок лимона. Все хорошо перемешиваю. Перекладываю в емкость поменьше, поливаю оливковым маслом и добавляю немного хлопьев перца чили. Все, соус готов. Мне очень нравится его сочетание с овощами, так что обязательно попробуйте. У меня на канале есть рецепт приготовления хрустящих жареных кабачков с соусом дзадзики. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Вот такие котлеты получились. Они одинаково вкусные, как теплые, так и холодные. С соусом вообще идеально. В панировке они более хрустящие, чем без панировки. Если вы ни разу не готовили такие, то я очень рекомендую. Для их приготовления мне сегодня понадобилось 1 кабачок весом 600 граммов, 1 картошка 150 граммов, 1 морковь 150 граммов, 1 сладкий перец 80 граммов, 100 граммов сыра, 2 яйца, 4 столовых ложки панировочных сухарей, 1-2 столовые ложки муки, зеленый лук, петрушка, укроп, чеснок, соль и черный перец. Для соуса дзадзики 100 мл натурального йогурта, 1 огурец, 1 зубчик чеснока, укроп, 1 столовая ложка лимонного сока, соль, черный перец, оливковое масло и хлопья перца чили по желанию. Вот такая вкуснятина получилась. Простое блюдо из доступных продуктов. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из кабачков смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!